игра по Станиславскому, классическая достоевщина, забирает силу. Я забываю, что это молодые артисты, разбираются буквально за несколько минут. Эта конкуренция не всегда честная, тот жанр, который я люблю больше всего. Здравствуйте, дорогие мои снобы, меня зовут Виктор, и добро пожаловать на мой канал «Петербург для снобов», где я вместе с вами путешествую по петербургским театрам и делаю обзоры спектаклей, которые идут в этих театрах. Сегодня мы опять идем в РГПУ имени Герцена на спектакль студентов 4-го курса мастерской Лавровой. Мы уже ходили на спектакль этих ребят «Зеленая птичка». Это была фарсовая комедия. Если не смотрели, то можете посмотреть. Но сегодня спектакль более классический, по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского «Униженные и оскорбленные». Судя по аннотации, здесь будет игра по Станиславскому с классическим антуражем, именно тот жанр, который я люблю больше всего. Скажу еще пару слов о самом романе «Униженные и оскорбленные». В отличие от «Преступления и наказания», здесь нет какой-то динамичной и четкой сюжетной линии, но это классический Достоевский, классическая достоевщина с зловещим и таинственным Петербургом, который забирает силу. Только сильный может выкарабкаться. Да и то. Сюжетная линия крутится вокруг того, что некий не очень порядочный человек, в котором угадываются черты Лужина из «Преступления и наказания», не очень хорошо обошелся с некоторыми людьми, и тем самым жизнь этих людей стала весьма трагичной. При этом он сам не понес какого-то серьезного наказания, по крайней мере, на страницах романа. Сегодняшний спектакль идет 3,5 часа с одним антрактом, и я надеюсь, что мы не зря потратим это время, а насладимся классической игрой студентов 4-го курса мастерской Лавровой. Поэтому давайте уже отправимся в их камерный зал. Друзья, сейчас пока антракт, мне удалось пообщаться с одним из педагогов этой мастерской, и она сказала, что студенты не только сами организовали реквизит и сделали декорации к спектаклю, но также, по сути, они сами написали сценарий, переработав роман Достоевского, естественно, под руководством педагогов, но, тем не менее, они были здесь, так сказать, главными созидателями, и это очень здорово, что здесь не просто готовят лицедеев, которые могут сыграть то, что им сказал режиссер, а также получают какую-то базовую сценарическую и режиссерскую подготовку. Ну, давайте уже пройдем опять в зал и досмотрим вторую часть спектакля. Друзья, закончился спектакль. Мне он очень понравился. Это был классический Достоевский, такая классическая достоевщина, практически доведенная до апогея, с игрой по Станиславскому. Мне больше всего понравился актер Маслобоева, частного детектива, который приятель главного героя. Но остальные артисты тоже играли здорово. И актеры, которые играли стариков Ихменевых, конечно, по книге они не такие старики, но я думаю, для демонстрации они играли именно стариков. Они не просто говорили и передвигались как старики, но они также были загримированные хорошо. И порой я ловил себя на мысли, что я забываю, что это молодые артисты. То есть они прямо очень хорошо вжились в роль. И в целом спектакль очень хорошо передает тот дух романов Достоевского и дух такого мрачного Петербурга. Конечно, он был длинный, 3,5 часа сидеть на одном месте утомительно. Там было большое количество монологов, которые, по идее, можно было бы сократить. Но я думаю, это было сделано специально, дабы актеры могли как раз потренировать длинные монологи. Тем более, что они были выполнены очень хорошо. И тут была проблема именно в том, чтобы высидеть физически на одном и том же стуле, весьма тесной расстановке, нежели чем ты устаешь от спектакля. От спектакля не устаешь. В целом на протяжении всего спектакля он держит в напряжении, и даже артисты, которые играли второстепенные роли, они их сыграли хорошо. Видно, что ребята выкладывались по полной. Поэтому я бы оценил спектакль на 9 из 10. Почему не 10 из 10? Потому что я редко ставлю, в принципе, 10 из 10, только
в тех случаях, когда было не просто отлично, а восхитительно, когда хочется сказать «ах», вот в таких ситуациях я ставлю 10 из 10. Здесь актеры играли убедительно, но не хватило вот этого пробирания до глубины души. То есть в каких-то кульминационных моментах, в самых пиковых диалогах с большим напряжением было здорово, было убедительно, но вот так, чтобы пробрало до нутра, этого немножко не хватило, поэтому здесь просто отлично было, и поэтому 9 из 10, а не 10 из 10. Помимо этих двух спектаклей, я еще был на спектаклях «Снегурочка» по мотивам пьесы Островского. Это современная фарсовая комедия с большим количеством экспериментов. В целом они были оправданы, и оно смотрелось весело. Мне было часто смешно, а я, в принципе, редко смеюсь, поэтому это большой показатель для меня. Если в театральной комедии мне смешно, значит, она действительно сделана была достаточно хорошо. А второй спектакль «Встречи» — это тоже классический спектакль, состоящий из нескольких любовных новелл по мотивам рассказов Бунина и Чехова. Вот здесь прямо это, наверное, спектакль, который мне больше всего понравился из всей мастерской. Некоторые новеллы вот как раз я бы здесь оценил на 10 из 10, поскольку там прям пробирало до нутра, а остальным я бы просто поставил 9 из 10. И хочу сказать, что по сравнению с учебным театром на Маховой от РГИСи, где мы тоже были, как минимум здешние артисты играют не хуже, чем в театре на Маховой. А что касается грима, то герценовские студенты к этому подходят на порядок более основательно, чем студенты РГИСи, потому что там даже старикам не приклеивают бороду, и они совершенно не похожи на стариков. А здесь прямо видно, что студенты максимально ответственно подходят к образам, созданию образов и внутренних, и внешних, чтобы сделать максимально качественный спектакль. Это прямо вызывает у меня большое уважение. И, честно говоря, даже по сравнению с профессиональными театрами, даже не учебными, я не вижу большой разницы. То есть игра по Станиславскому, она действительно убедительна. Конечно, не без минусов, не все так отлично. Кто-то играет более убедительно, кто-то менее убедительно. Кому-то явно не хватает базовой вокальной подготовки в сценах, где они поют. Ну, это в основном как раз касается фарсовых комедий. Но я думаю, что уровень очень достойный этих ребят. К сожалению, насколько я знаю, большинство из этих студентов не займут какие-то серьезные места в топовых театрах Петербурга, ибо, во-первых, большая конкуренция в столичных театрах, а во-вторых, эта конкуренция не всегда честная, как мне говорили знающие люди. Это очень печально, поэтому пока у вас есть возможность, если еще будут такие спектакли проводиться, то очень рекомендую вам их посещать, если у вас, конечно, получится зарегистрироваться, потому что места на камерные спектакли разбираются буквально за несколько минут. Но если будет возможность, то обязательно их посетите. Я желаю, чтобы артисты, которые как раз выпустятся из этой мастерской, чтобы они сделали себе все успешную актерскую карьеру или какую-то театральную карьеру, если они этого желают, и чтобы мы смогли через какое-то количество времени наслаждаться красивыми и качественными постановками, а не тем постмодернистским бредом, которым нас часто почуют даже в самых известных петербургских театрах. Итак, друзья, на этом я с вами не прощаюсь. Я говорю до скорых встреч и до новых спектаклей. Снялося? Да это не про этот, это про предыдущий. Что такое? Слушай, наверное, все.